Доброго ранку, ми з України. Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖ Натан. Друзі, ще одне відео, яке було знято і змонтовано до військового вторгнення Росії на територію України, і в якому я даю відповіді на ті питання, які вас цікавлять і які ви присилаєте мені на електронну пошту та залишаєте в своїх коментарях під моїми відео. Прежде всего, хочу отметить тот факт, что лучшим временем для спила дерева является поздняя осень или же зима. Почему нужно спилить дерево именно осенью или же зимой? Да потому что в дереве прекращается все сокодвижение, и при последующей сушке заготовленные бревна не будут так, или клепка не будет так растрескиваться. Многие задают вопрос, можно ли сушить заготовки под клепку в искусственных сушках? Можно, но я не сторонник такой сушки. Сразу скажу почему. Потому что у нас идет сильное растрескивание древесины, плюс у нас бактерии, которые при обычной, так скажем, естественной сушке принимают участие в преобразованиях химических элементов дерева в танины, лигнины и так далее. Не будем вникать в подробности, которые впоследствии влияют на вкус и аромат выдерживаемых напитков. При искусственной сушке никаких таких трансформаций и преобразований не происходит. Следующий вопрос, который задают зрители: нужно ли сразу перерабатывать заготовленные бревна или же можно чуть-чуть подождать? Естественно, лучше сразу спиленное бревно расколоть и распилить на клепку, учитывая необходимый запас по толщине, ширине и длине, то есть запас на усушку, которая составляет для дуба 8-12%, и сразу переработать данные бревнышко. Но я понимаю, что не у всех есть время, возможность сразу заняться этой работой. Поэтому данные бревна могут полежать, ну скажем так, до конца зимы, или даже до начала, где-то до середины весны, но не более, потому что летом будет интенсивное повышение температуры, соответственно бревна начнут трескаться, и это повлечет за собой наличие дополнительного брака. Данные дубовые бревна были спилены еще в декабре, но учитывая то, что зима у нас в этом году была довольно снежная, и мне никак не выпадало возможности заняться дальнейшей их, так скажем, разделкой. Работать по колено в снегу довольно неудобно, да и небезопасно. Для того, чтобы переработать бревно, нужно использовать колун или же цепную пилу. В некоторых случаях, допустим, если вы будете распиливать грушу, мне таки не удалось ее расколоть, используя колун и кувалду, так что ее можно только распилить. В принципе, в этом нет ничего страшного, то есть можно бревно расколоть на 4 части или же распилить на 4 части, а потом, используя циркулярную или же ленточную пилу, дальше попилить на заготовки под клепку. Что касаемо ленточной пилы, пила должна быть для таких целей довольно большая, мощная, у меня такой нет. Вы уже могли видеть, что я приобрел совсем недавно небольшую пилу Metabo Bass 261. В принципе, я пилой доволен. Я думаю, что в скором времени я сделаю подробный отчет о данном инструменте и поделюсь с вами всеми ее достоинствами и недостатками. Друзья, еще один часто задаваемый вопрос – это какой дуб я использую для своих деревянных ручек. Скальный, либо же черещатый. Больших отличий черещатого дуба от скального в плане прочности изделий, в плане, так сказать, будущей доли ангелов или испарения выдерживаемых напитков я не вижу. Многие скажут, да, вот скальный дуб, он намного прочнее, бочки из него намного лучше. Но в чем разница? Такая большая, колоссальная разница между этими двумя видами дуба. Во-первых, различить скальный дуб или же черещатый довольно сложно. То есть даже большие специалисты, ну, я скажу, не сразу могут понять по спиленному бревнышку, скальный ли это дуб или же черещатый. Существует такая версия, что в скального дуба там годовые кольца размещены очень плотно, то есть расстояние между ними от полмиллиметра до 2 миллиметров максимум. У черещатого же расстояние между годовыми кольцами намного больше. Друзья, вся разница в том, в каком месте растет наш дуб. Если разница большая, значит дерево росло на свободе, то есть где-то в лесополосе или же вообще отдельно стоящее было.
Если же расстояние между годовыми кольцами маленькое, то есть древесина более плотная, дерево росло где-то в скалистой местности или же в лесу, где тесно, где дерево боролось за выживание, стремилось вверх. Естественно, у него ствол будет намного ровнее, намного плотнее. И, конечно, такая древесина будет лучше. Но такие, так называемые скальные дубы у нас встречаются только на Западной Украине. В России это Кавказский регион, где можно встретить такие дубы. Но скажу я вам, что французский хваленый лимузенский дуб тоже является в основном черещатым. И тем не менее бочки из него ценятся намного больше. Так что большой разницы между скальным дубом и черещатым я в принципе не вижу. Если бочка сделана качественно, выдержана вся технология изготовления, технология сушки, выдержаны все зазоры, все допуски, размеры, то бочка будет вам служить верой и правдой. Ну, будет у вас, ну не знаю, на несколько процентов больше испарения или так называемая доля ангелу. Но ничего страшного я в этом не вижу. И то это не факт. Почему не факт? Потому что у меня все бочки сделаны из черещатого дуба. И за 3-4 месяца, которые вино выдерживается, допустим, в бочке 50 литров, я доливаю на максимум 200-300 грамм вина. То есть, учитывая срок и объем, это довольно качественная бочка, то есть доля ангелов довольно небольшая. Что касаемо крепких напитков, то в 6-литровые бочонки за 4 месяца я не доливаю напиток вообще. Это и дубовые бочонки, и бочки из шелковицы. Что касаемо вишневой бочки, то тут есть, конечно, вопросы. Вопросы в чем? Древесина довольно пористая, испарение идет довольно интенсивно поначалу, пока бочка начнет работать. И тут надо смотреть в основном за уторами вишневой бочки, потому что в основном идет просачивание через уторы. То есть вишневую бочку не то что рекомендую, просто настаиваю на том, чтобы вишневую бочку вы провощили или же торцы бочки закрасили краской для того, чтобы уменьшить испарение. У меня одна бочечка в работе, 6-литровая. В принципе, напиток получается просто бомбезный из него, из этой бочки. Но вот такие нюансы присутствуют. Ясно, для начала сделал 2 бочки, но потом вторую пришлось разобрать, потому что несколько клепок все время сочились по торцам. То есть бочка не пропускала сама по себе, но по торцам понемножку и шло просачивание напитка. Я пробовал завощить, но потом решил разобрать бочку и поменять эти бракованные клепки. Бочка, остов бочки находится в гараже, то есть у меня все не доходят руки ее собрать, да и напитка сейчас, чтобы залить в эту бочку, нет, так что будем ждать следующего сезона. Друзья, кому было полезным и понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!